Доброе утро. Здесь курточку. Добро пожаловать на ваше новое любимое шоу «Деревенщина с ранчо». И-ха! Неожиданно. Оу. Оу. Только гляньте. Хорошо на ранчо, когда хорошая погода. Типа если бы я приехал сюда, как и планировалось 3 недели назад, но не то, чтобы планировалось, как я предполагал. Рука теперь липкая. То я сразу мог бы приступить к каким-то делам именно на территории ранчо. Но поскольку я немножко облажался, здесь появился снег, хоть и немного, хоть и не везде, но тем не менее. Ой, думаю, стоит прояснить небольшой момент. Основной дом, где я живу сейчас, где я нахожусь, и прилегающие к нему постройки не относятся к моему ранчо. Надеюсь, пока не относятся. Но над этим мы поработаем еще. Вот. Под словом ранчо я подразумеваю именно вот этот вот кусок территории. Мой летний домик, баня рядом с ним. И, пожалуй... Ай, твою ж мать! Ох! И вот этот вот фрагмент, ну и вот эта постройка, само собой, ударился ногой. Вот. Вот именно здесь вот я могу делать все, что угодно. Ну и все, в принципе, думаю, с этим понятно. Еще я надеюсь, что погода все-таки стабилизируется, и я смогу уже начать здесь что-то делать, потому что как бы есть дела и внутри, в доме, но намного больше дел снаружи. И вот, как можно заметить, прямо сейчас, в данную минуту, начинается дождь. А ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Ну, не считая туч.
Здесь бы крышу поменять. Дел очень много. Это, в общем, в прошлом году немножко подзаморочился и натаскал домой ящиков. Обычные пластиковые ящики, в которых обычно привозят в магазины фрукты, овощи. Типа я пока понятия не имею, для чего они мне, но в то же время никогда же не знаешь, что может пригодиться на ранчо, правильно? Блин, как я люблю это слово. Ранчо. Блин, а вообще здесь какой-то тотальный беспорядок. И зимой здесь у меня пара подсолнухов было. Я планировал из них в этом году вырастить свои, но у мышей были другие на это планы. Типа, там всюду мышиные какашки, ошметки от подсолнухов. В общем, не сказал бы, что работы прям вот уж как много, но достаточно. О, а я и забыл, что у меня есть. О, даже еще работает. Короче, надо здесь прибраться. Хочу второй этаж доделать наконец-то. Ну, по возможности. Если получится. Короче, все сами увидите, все будет запечатлено. А пока что я, пожалуй, все же начну прибираться. Деревенщина с ранчо. В общем, сегодня сделал не все, что планировал, из-за погодных условий, во-первых, и во-вторых тоже. Да и во всех остальных. Вот, в общем, еще плюс немножко заленился. Учитывая, что сегодня была пятница. Пятница? Да. Да? Да. Типа суббота-воскресенье, еще 2 дня. И я думаю, может, вот эти 2 дня просто отдохнуть, а уже с понедельника начинать что-то делать. Это было бы как-то более логично, что ли. Но с другой стороны, отдыхать нужно, когда уже все сделано. В любом случае, до завтра. Просто до завтра. Деревенщина с ранчо. Доброе утро. Я, все проспал. У меня был включен будильник. Но проблема в том, что будильник-то включен. Но за ночь телефон разрядился. Я его вчера забыл поставить на зарядку, и он выключился. Сейчас время уже 12 часов. Знаете, вот в этом минус современных телефонов. Раньше вот эти вот кнопочные телефоны обычные, даже если он выключен, будильник все равно сработает. И это была супер удобная, супер идеальная фишка. Ну, зато я почти выспался. Но я же не высыпаться приехал, правильно? Я ж деревенщина с ранчо.
А деревенщина с раньше встает часов в 5. Да, ты прав, в 4. Ну нет, так это тоже слишком рано. И идет в общем, на улице снова какие-то слишком жуткие тучи. Но надеюсь, все обойдется, потому что есть у меня одна идейка, которую я хотел бы воплотить. Я ее придумал вот буквально неделю назад. И ну, сами все увидите, Деревенщина с ранчо. В общем, вот в этом вот месте был у нас небольшой сад. Со временем, естественно, здесь все пришло вот в такой вот плачевный вид. Но я здесь для других целей. У нас здесь всегда стоял и стоит до сих пор вот это вот огромное здоровенное колесо, которое наполнялось водой, и из него можно было здесь все поливать. И, собственно, не знаю как, но я собираюсь его отсюда достать и телепортировать к себе. Только по размерам оно что-то больше, чем я планировал. Больше, чем я думал. Ну ладно, не я, если этого не сделаю. Ну или хотя бы, если не попытаюсь. Все, начнем. Деревенщина с ранчо. Я, блин, весь вспотел. Понятия не имею, как он туда, короче, прикручен, чем он приделан. Хотя, по сути, он просто лежит. Просто, видимо, прирос к земле. Ладно, пока что ладно. Переходим к плану Б. Короче, вот эта вот моя штука для сжигания мусора, она здесь стоит уже довольно-таки долгое время. В прошлом году я ее уже передвигал. От нее, из-за того, что в ней постоянно жжется всякие ветки, сухая трава, некоторый мусор, остаются вот такие вот черные пятна. Типа земля выжигается настолько, что остаются такие, типа, безжизненная почва. Поэтому в этом году мне ее также нужно перенести с того места, думаю, вот сюда вот. И сделать нужно будет все чуть больше по уму, чтобы не сжигать землю прям так основательно, потому что это плохо. Это очень плохо. Каждый раз, когда я разжигаю там что-то, а это длится несколько дней подряд, просто на протяжении нескольких дней земля просто полыхает. Там такая температура, я не знаю, при какой температуре плавится стекло, но если туда бросать стеклянные бутылки, то потом от них, ну не то чтобы ничего не останется, они расплавятся и превратятся в труху. Поэтому нужно будет, не знаю, возможно, на кирпичи ее поставить, чтобы она была чуть повыше от земли,
чтобы у Земли было больше шансов выжить. Вот. Собственно, это не займет много времени особо. Поэтому у меня... Типа, мне нужно время, чтобы подумать, что делать дальше. Я зашел в тупик с этим огромным колесом, поскольку я думал, что подойду, такой хоп, поднял его и покатил. Но, во-первых, оно тяжеленное, а во-вторых, оно вросло в землю, походу, потому что оно там стоит, не знаю, лет 10 уже, если не больше, скорее всего, больше. Я весь вспотел, но я это сделал. Типа, теперь земля защищена от... Вот, и здесь. Защищена от сгорания. Да, я молодец. Я вырыл яму и приподнял его с этой стороны. Но начинал я весь этот эксперимент с этой стороны. Дело в том, что если с той стороны привязать и тянуть, то тянуть здесь некуда. Здесь растет дерево. А если бы я привязал с этой стороны, то тянул бы туда. И... Но есть у меня одна идейка. Сейчас попробую хотя бы с этой стороны что-то сделать. Идея была так себе. Если я его все-таки не подниму, то придется удалить отснятый материал и сделать вид, что этого не было. Фу. Почему-то, когда я все это разрабатывал, у меня в голове все казалось куда проще. А по факту он охренеть какой тяжелый и... Но есть у меня еще одна идейка. Если и это не сработает, то все бросаю. В принципе, я сдвинулся с мертвой точки. Ну, как вы видели, я его поднял.
Я его так 2 раза поднял. Но вы видели. И что-то, мне кажется, больше я к нему не подойду. О, у меня жуть как прихватила спину. Знаете, если окажется, что я сорвал себе спину, то это будет, конечно, полнейший пи***. Блять, походу зря я это затеял. Нужно было сразу остановиться. Но нет, мне нужно продолжать. Деревенщина с ранчо. Я сдаюсь. Вот это вот конструкция. Нет, я сдаюсь. Короче, я поднял его более-менее. Но и здесь умудрился напортачить. И ну его все нахрен. Это изначально уже было плохой идеей. А я думал, типа, вот, сейчас его притащу. Нужно придумать, как сделать так, чтобы из него вода не вытекала. Да я эту воду. Серьезно. У меня, блин, болит спина. Да и вообще я устал. Но позанимался спортом. Еще и камера разряжается. Ладно, в общем-то, эксперимент был хорошим, но он не удался. Кстати, погода под вечер стала классная, но, блин, снова туча. И если завтра опять, даже если ночью будет снова дождь, то это печально. Даже более чем печально. Потому что хотелось бы, чтобы здесь уже все высохло, и чтобы можно было заниматься делами более важными, чем вот то, что я делал сейчас. Деревенщина с ранчо. 15%, ага. Вот это напоминание о том, что у моего позвоночника осталось 15% мощности. Ну, типа, я не знаю, что... Я готовлю ужин, и все. Меня больше ничего не волнует. По крайней мере, сегодня. Потому что я уже и так слишком много всего понатерпелся. Даже те дни, когда я монтировал, строил стену, когда я себе пальцы протыкал саморезами, это было не так ужасно, как вот именно то, что произошло сегодня. Типа, ну палец это палец, а спина, она как бы держит все мое бренное тело, которое мне нужно для того, чтобы делать еще более тяжелые вещи. Да, походу я в начале следующей недели уже поеду в город. Все, я высказался. Давай. Если ты все еще смотришь, то знай, в ютубе все очень удобно. Например, подписаться на канал можно здесь. Там же можно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С этой стороны можно поставить большой палец вверх. С той стороны, где была подписка, можно поделиться этим видео в любом удобном для вас месте. Чуть ниже можно оставить свой комментарий. Здесь предыдущие видео, здесь следующее. Всевидящее око. Благодарю за просмотр.